Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И признаюсь честно, это аниме я хотел начать смотреть с первого дня, как создал этот канал. Представляю вашему вниманию первые две серии. Легенда о героях галактики. Где-то в бесконечной вселенной шла война. Где-то. Война, в которой мог быть только один победитель. Ну, как всегда. Космос — это бесконечные пустоши, и со временем кровавые раны исчезнут. Может, только вечные звезды будут помнить об этих ранах. Возможно. А возможно, и этим звездам суждено будет исчезнуть. Короче, все время. И только осколки забытых битв будут напоминать о присутствии человека в этих местах. Всего лишь осколки. Да. Всего лишь. А пока что на одном из крошечных островков бескрайней вселенной шла война. На малюсенький. Война между Галактической Империей и Союзом Свободных Планет. Помимо этих двух колоссов, существует небольшой полис Физан, ведущий дела с обоими соседями. Оставаясь в нейтралитете, он внимательно следит за расстановкой сил в галактике. Швейцария, короче. Война продолжается уже 150 лет. 796 год космической эры, 487 год по имперскому календарю, январь. У них даже... Флот Галактической Империи, Брунгильда, флагманский корабль. Вот этот белый, это Брунгильда. Короче, у них даже эти календари разные. К слову, вы видели начало какое? Нам показали остатки какой-то забытой, какой-то неведанной цивилизации, ну, для человечества. И она была уничтожена, и в этой пустоши эти осколки остались. И человечество ждет это рано или поздно, может быть. Виллибальд Иоахим фон Меркац, адмирал. Меркац, адмирал. Ну, видимо, это все остальные. О. И вот этот тоже. Наблюдаешь за звездами? Звезды идеальны. Неподвижные. Они смотрят на нас, вечно сияя, с невообразимо далекого расстояния. Да? Наше сражение ничто по сравнению с этими просторами. Конечно, по сравнению с тем, что мы видим, наше сражение всего лишь мышиная возня. Короче, чувак меланхолит. И? Вражеские силы превосходят нас 2 раза и окружают с 3 сторон. Облом. Исходя из этого, все 5 командующих отчаянно ищут аудиенции с вашим превосходительством. Меня не удивляет, что у этих глупых стариков сдают нервы. Вы поняли, а? То есть он мелкий, а все, кто ему служат, стариканы. Как так вышло? Даже этот. Ваше превосходительство, благодарю вас за то, что согласились встретиться с нами. Господа, я уже ознакомлен с вашей точки зрения. Вы считаете, что нам грозит полное поражение? Мы находимся в очень невыгодном положении. По меньшей мере, надо придумать новую стратегию, которая минимизирует наши потери. Другими словами, вы хотите отступить. Ну, если прямо. Но это именно то, чего мы делать не будем. Но почему? Полагаю, вы дадите нам объяснение. Потому что, несмотря на текущую обстановку, у нас все козыри на руках. Планета Физан. Ага, мы переходим в Швейцарию. Ну, посмотрите, какие хоромы. Это просто одна из многочисленных битв, в которой мы должны уступить Союзу. Конечно, кто именно будет победителем, еще не ясно. Туман войны не разойдется так просто. До того момента Физан будет только наблюдать. Чем больше Союз и Империя истощат свои силы на войне, тем большую прибыль получит Физан. Ну, все ясно. Сволочь. Пока одни воюют, другие зарабатывают. Так, тут он что-то показывает. И тогда мы перейдем в наступление. Вот такой будет наша стратегия. Я не успел. Это просто предположение. Ваше превосходительство, оно не сработает. Достаточно. Паникер. Все вы находитесь под моим командованием. И если вы не подчинитесь этим приказам, я, согласно имперским военным законам, Так. освобожу вас от ваших обязанностей и помещу под арест. На этом все. Все свободны. Аудиенция окончена. Ну,
Да, надо ставить стариканов на место. Ну что поделать? Этот заносчивый белобрысый ублюдок. Начало. Он просто использует связь своей сестры с его величеством для продвижения по службе. Кумовство! Это все его молодость. Хотя он уже взрослый, а поступает как ребенок. Смотрите, видимо, это тоже Разве это разумно? молодой. Говорить такие... Неважно. Их отношение изменится, когда мы одержим победу. Так. Сегодня день рождения твоей сестры. Разве я могу такое забыть? День рождения сестры. Наша победа будет подарком на ее день рождения. Ага. Видимо, его сестра... Ное Сан Суси, дворец императора на планете Один. Ное Сан Суси. Видимо, его сестра... фаворитка императора, а этот парень стал гранд-адмиралом. В докладе говорится, что вражеские силы превосходят наши в 2 раза. Мгм. Мы можем проиграть на этот раз? Ну, посмотри. Невозможно. Ясно. Командир наших сил и ее младший брат, наследник рода Лоенграммер, сражается на передовой. Хотя положение дел весьма скверное. Пускай. Просто доверимся ему. Мгм. Видите, как можно... Это очень классный показатель того, как во время... Вот в монархической иерархии... Позаботься о Райнхарде. Хорошо. Ага. Понятно все. Поэтому он его адъютант. Короче, братаны детства. Если тот поднимется, он тоже. Да не волнуйся ты так. Мы победим. Но... Тебя что-то беспокоит? Смотрите, как красиво как. Есть одна проблема. Какая? А? Тот вражеский командир. Герои Эль-Фасиля. Эль-Фасиль. Да. Видимо... Флот Союза Свободных Планет. Переходим к По республиканцам-демократам. кругу. Флагманский корабль 2-го флота. Комдор Ян Венли, что касается вашего плана, мы рассмотрели его. Так. Однако он кажется чересчур осторожным. Мы не просто немного превосходим врага в численности, а имеем 2-кратное преимущество. Не следует волноваться об обороне. Интересно. Почему это с нашим перевесом в силах мы должны думать о поражении? Никогда точно не знаешь, что может произойти на поле боя. Мы не можем позволить себе быть беспечными. В любом случае, все офицеры согласны со мной. Ваш план отклонен. Ну, Можете идти. Не позволяйте этой неудаче сломить вас. Ваши слова — достаточная награда. Честь имею. то есть, если тот уже строит стариков, этот вынужден... Ну, понятно. Снова? Не повезло мне с начальством. Выступление прошло не очень. Ничего бы не помогло. Эти старпёры слишком упрямые. Да. Верно. Сами мы ведь никогда не постареем. Но оставив в покое упертых стариков, на этот раз мы ведь победим? Конечно, такое подавляющее превосходство в численности обещает нам победу. Но... Тот парень, вражеский командир. Райнхард фон Лоенграмм. Один из их верховных адмиралов? Да, командир белого корабля. Даже не представляешь, что он планирует сделать. Ага. Нет уж, я не стремлюсь узнать, что будет на том свете. Верно, поэтому следует держать глаза широко открытыми. Но командир отклонил мой план. Облом. Пошли? Облом, чувак, облом. Я посмотрю? Бесполезно. Бесполезно. Видимо... Крепость Изерлон. Так. Ну, сколько локаций, господи, за одну серию. Наш флот при Астарде едва ли насчитывает 20 тысяч единиц. На этот раз мы увидим, как этот наглый блондинчик будет унижен. Но что, если он опять изобретет какой-нибудь немыслимый план и отразит нападение? Ага. Сейчас под его началом не тот флот, что было раньше. Ага. И что это значит? Штабные офицеры, которые помогали ему тогда, теперь не будут участвовать в сражении. Командир не может выиграть битву в одиночку. Он побеждал только благодаря хорошим офицерам, которые могли точно выполнить его план. Вследствие чего он выглядел очень достойно, так как всегда сражался только до полной победы. Так что сейчас о победе не может быть и слова. Ага. То есть его... Вражеские силы при Астарте превосходят наши в 2 раза. Это космическая Но мы, станция, несомненно, Изерлон. победим. Видимо... Уже 4 месяца мы не являемся его штабными офицерами. Вот они! Не стоит без надобности говорить о военных назначениях. Значит, сейчас под его началом нет никого из старой команды. Повезло только красноголовому. Красноголовому. Сможет ли он победить без нас?
Сейчас мы ничем не можем ему помочь. Все нормально. Он, несомненно, победит. Да, я думаю так же. Видимо, его старый командующий... Пауль фон Оберштайн. Это Оберштайн, значит. Скоро начнется битва при Астарте. Ага, и это еще и транслируют, скажем так. Все смотрят. Физан смотрит, этот Изерлон смотрит. Изерлон — это крепость. Слушай, прикольно, да? Звезда смерти, звезда смерти. Короче, начало битвы. Да, только Райнхард фон Лоенграм, главнокомандующий всеми силами. Слушайте, классно, между прочим, нарисовано это. Смотрите, как гигантский флот такой. Всем кораблям. Начать Ну наступление. все, начали. А Ян с другой стороны, но он не командующий. Вопреки расчетам, вражеские силы атаковали 4-й флот. Что? Это безумие! Не может быть! Если бы я был на его месте, то поступил бы точно так же. Это не твоя вина. Ты ведь пытался предупредить их. Всем кораблям. Фронтальное наступление на вражеские силы. Короче, он с наскока наехал, они же разделились на 3 части. Он с наскока наехал на отдельные силы, пока те не успели очукаться и прийти на помощь. То есть он выбрался из окружения, пока... Если у врага будет высокий боевой дух, то не думай, что это займет много времени. Для них это будет хорошей возможностью разбить наши силы по частям. Вражеское командование думает именно так. Ян все предупредил. Нанести встречный удар. Даже если ты прочтешь, уже ничего нельзя изменить. Уже слишком поздно использовать этот план. Но есть еще один вариант. Какой? 120 тысяч, а возможно и все 40 тысяч наших кораблей будут уничтожены. А вражеским силам так и не будет нанесено существенного урона. Численность вражеского флота 13 тысяч единиц. Это просто набор чисел. Теперь победа — дело времени. Ну все, он снес. Верно. Он снес 1/3. План был окружить врага с помощью 40 тысяч кораблей. Но если они будут атаковать по отдельности каждый из наших 13-тысячных флотов, 20 тысяч против 13 тысяч, наши силы определенно проиграют. Плюс они были не готовы. Те были готовы атаковать и... Леонид, флагманский корабль. Что все это значит? Контратакуйте! Всем кораблям приготовиться к сражению! Запустите спартанцев! Ну, уже Носители поздно. находятся под плотным огнем. Нет времени на запуск. Все. Короче, они запустили еще и мелкие корабли, которые их атаковали, и не было времени даже... Вот, Мы находимся под плотным огнем противника. Запуск невозможен. все. Вражеские силы глушат связь. Ситуация неизвестна. Они напролом пошли. Как же такое случилось? Направо. С истребителями, заблокированными внутри, мы как неповоротливая жирная утка. Второй флот, всем приготовиться к вылету. Отлично. А то мы уже совсем заржавели. Ну, хоть внутри, хоть снаружи, ситуация критическая. Так хотя бы не на этом корабле помрем. Второй флот, приготовления завершены. Отлично, второй флот, выступить на помощь 4-му. Что? Пожалуйста, подождите. Что? Ну? Битва уже закончилась, а враг отступил. Они перегруппируются раньше, чем мы прибудем. Ага. И контратакуют нас. В данной ситуации уже ничего нельзя сделать. Короче, Кроме того, так мы только поможем врагу осуществить его план. Тогда что именно вы предлагаете? Идти на соединение с 6-м флотом. Прежде всего, мы соединимся с ним так быстро, как сможем. После слияния у нас будет 26 тысяч кораблей. и в тыл пройдем заодно. С преимуществом в 6 тысяч кораблей мы сможем сыграть в ничью. Значит, вы предлагаете бросить 4-й флот на произвол судьбы? Все это не имеет значения, мы просто не успеем вовремя. Космос слишком огромен. Короче. Сколько часов, вы думаете, нам понадобится, чтобы добраться до них? Но мы не можем бросить наших товарищей. Если не принести эту жертву, то враг сокрушит нас поодиночке. И все же надо им помочь, даже если 4-й флот уничтожен. Если они продержатся. Это практически невозможно. Вице-адмирал Пасторе, командующий 4-м флотом. Мой друг, он прошел через 100 битв. Все ясно. Его так просто не победить. Достаточно, Комдор. Мы не бросим наших товарищей. Действительно, военное братство — это важно. У меня тоже есть друг в 6-м флоте. И я не хочу его терять. И еще один, во 2-м. Даже если мы потеряем 4-й флот. Положение 4-го флота неизвестно. Есть еще надежда. 2-й флот отправится на помощь 4-му. Все ясно.
Если таков ваш приказ, позвольте откланяться. И дело, Честь имею. и дело даже не в жестокости. Дело в том, что это банально. Положение становится все более трудным. Я должен придумать новый план, который хотя бы позволит нам остаться в живых. Отправимся на помощь и разобьет уже нас. Прямо как спасатели в горах. Я вот думаю о шестом флоте. Один из их оперативных офицеров, мой бывший одногруппник. Он отличный парень. Ты имеешь в виду Лапа? Да. Если получится обойти его начальство, он может посоветовать дельный план. Ага, то есть там есть... Его мышление отличается от моего. То есть там тоже какой-то очень толковый парень. В шестом флоте еще. Пергамон, флагманский корабль шестого флота. А вот это мы перешли на шестой. Что? Капитан третьего ранга Лап, что вы только что сказали? По моему скромному мнению, четвертый флот уже разбит. Он тоже такого По же. вашему мнению, мы должны бросить четвертый флот? Да. К тому же надо присоединиться ко второму флоту как можно скорее. Думаешь? В то время как четвертый флот несет огромные потери, Их уже... уже слишком поздно. Вражеские силы легко нас уничтожат. Уничтожат? Это мы превратим их в космическую пыль. Мы отправляемся на помощь четвертому флоту. Слушаюсь. Прошу простить меня за глупую идею. Если бы на моем месте был Ян, как бы он поступил? Так же. И чем отличается его мышление от его? Ну, короче, четвертому флоту все, а это просто... Это издевательство над врагом. Сражение окончено. Мы одержали полную победу. Теперь это будет просто резня. В этом нет необходимости. Игнорируйте остатки вражеского флота. У противника осталось еще 2. Сейчас лучшее, что мы можем сделать, это готовиться к следующей битве. Слушаюсь, ваше превосходительство. Похоже, их отношение немного изменилось. Это не особо нам поможет, но уже что-то. Возможно, адмиралы будут менее враждебны. Какой флот будем атаковать следующим, Кирхайс? Левый или правый? Левый или правый? Разницы особой нету. Согласен. Сколько у нас в запасе времени? 4 часа. Ты уже все просчитал? Так ведь? Тогда передай всем кораблям. Сменить курс и двигаться по часовой стрелке. Навстречу шестому флоту. Слушаюсь. Он просто наугад сказал. Есть возражения? Не совсем так. Мы можем использовать это время. Как насчет того, чтобы дать солдатам отдохнуть? Согласен, я не подумал об этом. Сколько? 2 полуторачасовые смены. Верно. Может, в кое веки нам повезло. Ага, наш юный командир достаточно хорош. Но война еще продолжается, особенно для нас, простых солдат. Для того, чтобы остаться в живых, мы должны отдыхать, когда можем. Много раненых. В наш век умереть не так просто. Разве что ранение будет слишком серьезным. Моя рука пример этому. Но в этой войне одно попадание и бум. Так что будет гораздо больше раненых. Кто знает, будем ли мы живы завтра. Ну, пошли спать. Да. Но в этих ячейках нам дают лишь 1 час на сон. Один такой час позволяет снять усталость, как за 8 часов обычного сна. Они только способствуют избавлению от усталости. А что насчет снов? Во время войны нет надобности в снах. Все равно бы снились одни кошмары. Все равно бы снились одни кошмары. Мы вступили в контакт с шестым флотом неприятеля. Начать атаку. И вот не успели очухаться, он уже имеет... Обнаружены корабли на 4:30. Шестой флот. 4:30? Это враг, надо приготовиться к атаке. Противник не может быть на этом курсе, это просто ошибка. Алло! Но это они, адмирал. И скорее всего уже готовятся к бою. Командуй! Разве они не сражаются с четвертым флотом? Да нету его Я уже! говорил вам уже, четвертый флот давно уничтожен. Прекрати нести чушь. Правда всегда решит глаз. Противник атакует! Вы поняли? Они стояли плашмя вообще. Открыть огонь! Развернуться, открыть огонь! Вы не должны. Это только сыграет им на руку. Развернуться. Надо хотя бы уменьшить наши потери. Заткнись. Я не побегу с поля боя. Вы поняли? То есть они еще и разворачиваются, пока те шмаляют. А они... Вот, то есть вот так попасть очень сложно. А вот так попасть очень даже легко. Ян, пусть с тобой такое не Ой, случится. твою мать. Ну, короче... Джессика, я больше никогда тебя не увижу. Я исчезну здесь. Прости. Вот и... Ага. О, посмотрите, какие классные фотографии. То есть открываешь и... Да.
Шестой флот уничтожен. Что? Капитан третьего ранга Лап. Даже выдающиеся способности не помогут, если ты находишься под началом бездарного командира. Вражеский флот приближается. Без четвертого и шестого флотов, без численного преимущества, наше положение безнадежно. Командующий, нужно приготовиться к битве. Да, точно. Лап, я не сдамся так просто. Давайте, держитесь, ребят, погнали. Победа уже у нас в руках. Не расслабляйтесь, никогда не знаешь, что может случиться. Умный. Если он на этом флоте... Комдор Ян Венли? Да, несомненно. Видели, он даже о нем слышал уже. Даже говоря так осторожно, Райнхард, которого в будущем будут звать непобедимым, О, как? был абсолютно уверен в этом. Да. Короче, мы наблюдали сейчас первую серию «Легенда Героя Галактики». Что могу сказать? Я когда-то смотрел это аниме, но так и не досмотрел его до конца, честно вам признаюсь. И на самом деле, меня здесь всегда привлекала первое. Атмосфера. Здесь очень ярко показано, и, между прочим, это не просто так сделано, это на самом деле очень такой неглубокий, но яркий символизм путем визуала. Мне очень нравится, как показано здесь, Союз свободных планет, и как показаны здесь Империя, плюс Физан. Во-первых, начнем с того, что здесь битва двух идеологий. Это битва монархии против демократии, республики. Яркий пример Райнхард фон Лоенграм — это яркий пример монархического устройства. Это дворянин. Династии Лоенграмов — это дворянин, чья сестра является фавориткой императора, и поэтому парень продвинулся по службе намного быстрее, чем, скажем так, стариканы. Ему просто, нет, империи просто очень повезло, что он абсолютно заслуживал этого места. Но представляете, сколько таких, скажем так, бездарных командиров благодаря положению своей семьи и положению своих сестер. Или дочерей, ну и так далее. Вы поняли, о чем есть. Короче, путем фаворитизма. Парень очень быстро продвинулся по службе, и его дружбан, который с детства с ним, также у него присутствует в адъютантах. Так. Хотя его очень не любят. Вот прямо там видна зависть и сила. Вот видите, как его не любят, как старики говорят, они это все из-за его сестры, это все вот это. Отдельно крепость Изерлон, который там рядом, который там транслирует весь бой, как я понял. Там они вообще... Вот интересно, у него получится на сей раз или не получится? Думаю, у него не получится. У него были крутые ребята. Вы поняли, то есть, что с ним сделали? Расформировали его команду. Там были трое из его команды, которые, с которыми это, слаженный коллектив, которые знают друг от друга, что и как делать. Но его лишили, и ему пришлось преподать урок этим стариканам. Вот, то есть, он командир от Бога. Вот, то есть, это в нем сидит. Война длится уже 150 лет. И, между прочим, за 150 лет, когда одна сторона воюет с другой, начинают появляться вот такие личности, потомственные гении войны, у которых вот прямо в мозгах, в сердце, в душе сидит, как и что делать. Плюс он очень благородный парень, не стал добивать уже немощного противника. Вот и воплощение истинного дворянского духа на самом деле. Уважуха и респект. И Ян Венли собственной персоной, который не адмирал и не командующий флотом. У него же нет сестры, которая тусуется с президентом или с премьер-министром, не знаю. Парень просто очень талантливый, толковый. У него уже есть заслуги. Герой Эльфасиля. Не буду говорить, что это такое. И, если честно, я мало помню, там какая ситуация, не буду спойлерить. Короче, там ситуация вот в чем. Ян — это яркая личность. Ян — это, скажем так, такая спокойная, холодная, расчетливая голова, который имеет чувства, имеет эмоции, мы их видели, но он не тратит их спроста, он не жесткий командир. Он даже, если честно, если на него посмотреть, да, вот даже вот так, он не создан как будто для войны, но с каким-то стечением и обстоятельством его голова идеально просто видит всю ситуацию в целом и создает контраргументы.
То есть он чувствовал, он то есть знал противника, он изучил его, и он знал, что он предпримет. И он создал контрплан, который, к сожалению, был отвергнут, и поэтому всему флоту, всем трем флотам настал полный крандец. Легенда о героях галактики. Эпизод 2. Битва при Астарте. 796 год космической эры. Так? 487 год по имперскому календарю. Ну, короче, Две да. могущественные силы, Автократическая Галактическая империя и Демократический союз свободных планет продолжают свое долгое противостояние. Да, мы это знаем, мы в курсе. Мочилова Еще один идет. игрок. Автономный полис Пизан внимательно наблюдает. Посмотрите, какой, А правит кстати, этим полисом Адриан Рубинский. Адриан Рубинский. Имперцы уничтожили 4-й флот. Также они атаковали 6-й флот. Их текущее состояние неизвестно. Вероятность сражения со 2-м флотом Союза составляет 87%. Хотят разбить все флоты поодиночке? Этот белобрысый юнец. Совсем неплохо. Ага. То есть он даже знает. Короче, он в курсе всего. Смотрите, смотрите, думает как. Приготовиться к битве. Он почувствовал. Козел. Не, ну почему козел? Парень воюет и умеет воевать за свою страну, так что, ну чё. Если бы все командиры были бы такими. Не, ну я очередной раз повторяю, повезло просто, потому что, ну он просто гений. И, между прочим, очень классно в этом аниме то, что используются старые мелодии этих, старые мелодии классика. Огонь, стреляйте! Быстрее! Верди, Вагнер. Слишком поздно. Все, они тоже вступили в бой. Бабах. Ох, столкнулась. Вы поняли, кстати, между прочим, это очень круто. То есть, это не зеркала были, а компьютеры, которые показывали точно, что Капитанский мостик. происходит снаружи. Приказы, ответьте! На связи машинное отделение. Мостик! Ответьте! Ау, башку Ждем проломило. ответа. Мостик! Возьмите управление! Командующий! А, мостик отрубился. Так. Ну. Алло, приди в себя. Командующий ранен. Врачебную команду на мостик. Определите повреждения и начинайте ремонт. Доложитесь позже. Кормовая орудийная башня. Продолжать огонь. Машина отделения. Каковы повреждения? Мы просто волновались о капитанском мостике. Повреждений нет. Отлично. Мы еще на ходу. Продолжайте выполнять свои обязанности. Остались ли работоспособные офицеры? Трудно сказать. Трудно сказать. Больше никого нет? Я искал, но... Ну, наверняка не все же офицеры были убиты. Кондор Ян, берите командование флотом. Все, Я? дается шанс. Из всех здесь присутствующих у вас самое высокое звание. Ага. Это ваш шанс показать свои способности. Все. Короче, все. Ян. Ранение серьезное. Ага. Но если действовать быстро, мы его спасем. Хорошо. Хорошо, поторопитесь. Ну все, Яну дал Наконец-то тебя шанс. оценили? Какой оценили? Походу. Выбора не было. Давай На Ян. связи со всем флотом. Говорит Кондор Ян, старший по званию офицер флота. Во время последнего попадания в наш флагман был тяжело ранен командующий. Согласно его приказу, я беру на себя командование флотом. Не волнуйтесь, мы не проиграем. Самонадеянно. Зазнался ведь я, а? Зазнался ведь Нет, я. если ты так говоришь, то так оно и будет. Наверное. Наверное? До получения нового приказа каждому кораблю действовать на свое усмотрение. На этом все. Сохраняет позитив. Да, и снова же нам это демонстрирует, что как что тут использована музыка из классики. Там Вагнер, Верди, Моцарт. Все это было использовано в этом аниме. И, между прочим, это привлекает на самом деле. Даже рисовка такая. Бой между такими маленькими кораблями, словно танец. Словно балет пытаются. Сколько еще нам сражаться? О как. Это просто очередная битва. В масштабах войны она ничего не значит. И она никогда не закончится до тех пор, пока существует крепость.
Крепость Изерлон. Неприступный оплот Галактической Империи, Ага. Где она? стиснувшийся между территориями Союза и Галактической Империи, в центре огромной зоны, где навигация практически невозможна. Существует только один маршрут, по которому могут ходить корабли – Изерлонский коридор. Все попытки обойти этот коридор окончились провалом. Короче, там стоит Тогда, крепость. 30 лет назад, Галактическая Империя построила крепость Изерлон. Понятно. イゼルロン要塞である。 Все ясно. Крепость Изерлон. Диаметр 60 километров. Внешнюю оболочку покрывает толстый слой жидкого металла. Громадное искусственное тело массой 60 миллионов тонн. Мощнейшее орудие крепости — громадная пушка, называемая Молот Тора. Ого-го. Ну-ка. Смотрите, а. Ну, мне кажется, оно что, сейчас стреляет по нашим, что ли? По нашим, господи. Я уже за Яна болею. С тех пор, как она была построена, Союз не может достигнуть территории Империи. А, все ясно. Поэтому все военные действия происходят в коридоре Изерлона. Ну, короче, ясно. Пушка смерти. Первая, вторая и третья битвы при Тиамат, сражение в небесах при Легмизе, четвертая битва при Тиамат, и теперь сражение при Астарте. 回戦。 О, Уже ясно, кто победит в этом сражении, но противник отказывается признать поражение. Глупцы, не умеющие проигрывать. Неужели они думают, что смогут восстановиться после такого? Ладно, как бы то ни было, нельзя игнорировать собственные потери. Кирхайс? Да. Перегруппируем наши силы. Перестроить веретенообразную формацию. веретенообразно, это как? Ты ведь понимаешь? Собираемся пробиться сквозь их центр? А, понятно. В треугольник, короче, он прорывается. А, да. Враг принимает веретенообразную формацию. Они хотят прорвать наш центр? Прорваться сквозь центр? Это именно то, что он намеревается сделать. И как мне теперь противостоять их атаке? Ну, Ян, давай, думай. Только ты можешь думать. Всему флоту перейти в наступление. Ну ладно. Победа у нас в руках. Всем кораблям перейти в наступление. Перейти в наступление. Ну, поехали. Ну вот, Ян. как я и говорил, проблема в том, В чем? будет ли враг действовать именно так, как я ожидаю. А если нет? Тогда придется пустить им пыль в глаза. Вражеские корабли приближаются. Судя по виду, это Валенштейн. Главное орудие — огонь! 目標至近。 Ну. Представляете, а каково это? А это же гигантский Приближается корабль. вражеский корабль Крюнтен. А они действуют решительно. Как и мы. Главное орудие — беглый огонь! Как бы сейчас не если честно, очень бы не хотелось сейчас находиться на одном из этих кораблей. Очень. Противник медленно отступает. Так. Противник ускорил отступление. Похоже, все идет по плану. Противник маневрирует так, как я и предсказывал. Он их И мы обходит. сможем им навалять. Возможно. Вражеский строй прорван. Что? Он понял. Что-то случилось? А если это не наша атака их разделила, тогда... Они сами. Не может. Проклятие! Сейчас! Всем полный вперед! Он зашел к ним в тыл, а они сами этого не Вражеские корабли подозревали. разделились на две части. Они быстро приближаются. Хирхайс. Они провели нас. Разделившись на две группы, они планируют обойти наши силы и ударить в тыл. И давай Наш назад. план привел к скверной ситуации. Такое хитрое отступление. Это должно быть он. Комдор Ян Венли. Наши корабли заняли какой он позицию в тылу спокойный. противника. Отлично. Давайте подпалим им хвост. И давай сзади. А те не могут повернуться во время поворота. Мы выигрываем благодаря таким небольшим усилиям?
Как-то непривычно. Как-то непривычно. Как-то непривычно. Все. Ну, этого все же недостаточно для нашей победы, верно? Против такого врага. Ну, Но думай. теперь и мы не проиграем. Посмотрим, как же он теперь поступит. Ну, короче, в ничью. Верховный адмирал Райнхард фон Лоенграм. Ну, поехали, ну. Райнхард, твой ход. Что ты придумаешь? Ну? Интересно, кстати. Люблю этот момент. Что будем делать? Развернемся и атакуем? Даже не шути так. Тогда у нас нет выбора, кроме как двигаться вперед. Согласен. Всему флоту полный вперед. Двигаемся по часовой стрелке и заходим во вражеский тыл. Во время поворота... Что? Двигаться во вражеский тыл? Этот белобрысый щенок спятил. Лечь на обратный курс и атаковать! Атаковать немедленно! Этот Но сдохнет это же первым. прямое нарушение приказа! Плевать. Ну, вот Корабль видите, контр-адмирала Эрлаха не подчинился приказу. Дурак. дурак. Хочет погибнуть? Вот что происходит, когда корабль разворачивается. Плашмя. Получил по заслугам. Всё. Однако... Это была первая смерть офицера высшего ранга на нашем флоте. Это послужит уроком остальным. Да. Да. Короче, слушайте парня, если жить хотите. Противник продолжает движение. Чего и следовало ожидать. Ну, короче, все. Они сейчас будут играть в догонялки, в кошки-мышки друг с другом. Спустя несколько часов сражение приобрело кольцевую форму. Это как? Ух, ё! Этого я не помнил. Первый раз в жизни вижу такое построение. Я тоже. Похоже на двух змей, каждый из которых пытается откусить хвост другой. В конце концов, они сожрут друг друга. Тогда каждый из змей закончит свой путь в качестве пищи. То есть смысла нет. Что за бестолковая ситуация? Бестолковые. Это же сражение на истощение. Короче, кто первый? Таким путем будут уничтожены обе стороны. Тот, кто становится первым, будет раздавлен. Не хотелось бы попасть в их число. Потому Уже что скоро они... противник начнет отступление. Будем преследовать? Нет уж, увольте. Дав им передышку, мы сможем спастись сами. Да, кстати. Это лучшее, что можно сделать. Бессмысленно продолжать это сражение. Ирхайс, что скажешь? Надо разорвать этот круг. Думаешь, продолжение сражения лишь увеличит бессмысленные потери с обеих сторон? Стратегически продолжать бессмысленно. Ты расстроен? Не в этом дело. Просто еще чуть-чуть, и победа была бы в кармане. Мы были окружены превосходящими силами противника. И все же смогли уничтожить два их флота. Жадность до добра не доводит. Знаю, по крайней мере, у нас есть надежда на будущее. Однако этот парень более чем неплох. Еще как. Комдор Ян Венли? Да. Пошли ему сообщение от моего имени. Ага. Что ему передать? Сообщение от имперского флота. Послание? Читай. Уверен? Хорошо. Посмотрим. Выражаю уважение доблестному командиру за отличную битву. Будьте здоровы и до следующей нашей встречи. Верховный адмирал Галактической империи Райнхард фон Лоенграм. Это все. Он называет это отличной битвой? Я польщен. Что будем делать? Ответим? Нет, оставь. Все нормально. Они не ждут ответа. Ага. Кроме того, у нас сейчас другая цель. Уцелевшие. Мы должны спасти всех, кого сможем. Основные потери не у нас, а на других флотах. Да. К тому же, вместе с шестым флотом мы потеряли Лаппа. Да. Тяжелая утрата. Короче, надо идти на помощь к остаткам
которые остались. А, вот это его друг, который погиб на 6-м флоте. Ох, ё. Вы представляете, как ужасно погибнуть? А вот консервные банки в космосе, а представляете, это ужасная смерть. На что люди идут, а? Ужас. После столкновения, получившего название сражения при Астарте, количество выживших в имперских силах составило 2 миллиона 450 тысяч, а у Союза 4 миллиона 60 тысяч. Однако, Империя потеряла только 150 тысяч солдат и офицеров, а Союз — целых 1,5 миллиона человек. Ох, Планета ё. Хайнессен, Союз свободных планет. Короче, Союз фактически проиграл эту драку. Полностью. По ресурсам Тернезион. и Второй по по... величине город на Хайнессене. И, ну, по человеку. Ну, про людей. И переходим на Хайнессен. А, видимо, это Джессика. Совет национальной обороны сделал заявление. Сражение при Астарте закончилось блестящей победой наших сил. Чё? Однако 4-й и 6-й флоты понесли значительные потери. Подробности будут сообщены позже. 6-й флот. Победой. Она Да, звонит. на Господи. связи отдел военных новостей. 6-й флот, капитан 3-го ранга Жан-Робер Лап. Сейчас нам запрещено предоставлять информацию о военном персонале, кроме как близким родственникам. Прошу прощения, не могли бы вы представиться? Джессика Эдвардс, я его невеста. Проверьте, пожалуйста. Статус подтвержден. Капитан 1-го ранга Жан-Робер Лап. 1-го ранга? Он же капитан 3-го ранга. Нет, капитан 3-го ранга Жан-Робер Лап. Героически погиб в сражении при Астрате и посмертно был повышен до капитана 1-го ранга. И так это надо сообщать, да? Погиб. Да. Здорово, что нам показывают и эту сторону. Но А и представляете, Сан сколько Суси. их? Ноэ Сан Суси. Ух, нифига. Классные у них. Как дела, Анна Роза? Анна Роза. Баронесса. Волнуешься? У меня хорошие новости. Твой золотовласый братец одержал победу и через неделю вернется со славой. Значит, Райнхард. Теперь он непременно станет его превосходительство адмирал флота. И его красноволосого друга тоже. Обязательно наградят, ведь так? Так что не грусти. Хорошо. А вы представляете, 2 миллиона таких же несчастных Кирхайс. семей. После небольшой остановки у крепости Изерлон, мы сразу же вернемся на Один. Нельзя же пропускать день рождения моей сестры. Так вы его пропустил? Кто так он пропустил? Возвращаются обратно, ну, на базу. А, и его ребята там тоже. Что и следовало ожидать. Он прекрасно справился и без нас. Да, знатная победа. Я и не волновался. Поднимем бокалы. За друга и за брата. А это что? Где мы? Кажется, это... Что это? Я не могу... А, это могилы. Военные заявили об этой битве как о крупной победе. Ага. Нас все-таки полностью не уничтожили. Так какая разница, сколько было жертв? Могилы, в которых ничего нет. Но могила — это символ. В могилах, в которых ничего нет. А, он приехал к Лабу, и там Джессика. И он ее Что знает. такое? Да, знает. А таких еще два... таких еще 2 Джессика. Что я могу сказать? Пожалуйста, ничего не говори. Жан погиб в бою. Ты в этом не виноват. Ведь война — это ваша работа. А у них выбор есть, что ли? Жан-Робер. Жан-Робер. Да. Война — это наша работа, ведь так?
Ему самому тошно от этих слов. А, мы, кажется, Ясно. на физике. Империя одержала верх, но победа была неполной. Вот значит как, Болтек. Именно. Союз был разбит, но полного поражения им удалось избежать. Вот объективная информация. У Физан Физана. должен быть удовлетворен. По крайней мере, это удачный результат. Но что насчет Райнхарда фон Лоенграмма и Яна Венли? Они заслуживают пристального внимания. А ты посмотри-ка, а. Он их заприметил. 796 год космической эры. 487 год по имперскому календарю. Сражение при Астарте закончилось. Как будущие историки оценят этот инцидент? どう位置づけられるかはともかく Но противостояние только начиналось. 始まったばかりだった Только начинается. Все только начинается. Битва при Астарте. И нам показывают вот это. Осколки далекой галактики, осколки далекой цивилизации, которая была или уничтожена самим собой, или исчезла. И рано или поздно с человечеством это тоже случится. Бог его знает. Итак, дорогие зрители, что мне первое хочется подчеркнуть. Посмотрите, а. То есть, если считать объективно, вот как президенту Физана Рубинскому принесли информацию, что произошло? Фактически империя одержала победу, потому что если объективно, корабли уничтожила она больше, и живой силы уничтожила гораздо больше. Просто в последний момент Ян взял командование и сумел даже не уравнять, там о уравнении вообще не шло никакой речи, но сумел хотя бы спасти свой флот. Он хотя бы сумел спасти свой флот и сумел создать ситуацию, где возможно сыграть в ничью. Вот и Адриану Рубинскому принесли информацию о том, что да, империя одержала победу, но победа была неполной. И каждая из сторон, 100%, и империя также, сказали, что мы одержали великую, офигенную, крутую победу. Яркий пример пропаганды в военное время, а не предоставление полной информации гражданскому населению, чтобы избежать паники и суеты. Как среди гражданского населения, так и чтобы избежать дезморализации армии. Но военные, высшие чины, ясное дело, все прекрасно знают. Но что поделать? Информационная война, к сожалению, также присутствует. И это противно, это погано, что правительство вынуждено лгать своему народу. Но что поделать, это правда жизни. Хочу сказать про Лоенграмма и про Яна. Лоенграмм видит это все путем романтического, войну как романтику он видит. Это такое, даже он послал такое письмо Яну: благодарю командира за отличный бой. Яркое проявление такой романтичной войны, а Ян видит все немного с другого ключа. Ян видит смрад, грязь и все невежество, и все то ничтожное, что за собой несет война. Я не говорю, что Райнхард этого не видит, но он все-таки так, он, как бы сказать, для него это словно спорт. И это видно. Вот чувствуется. Что еще хочется сказать? Так, хочу сказать, что очень ярко выглядит форма. Вот я хотел сказать по поводу атмосферы этих Союза свободных планет. Они выглядят прямо как эти американцы времен Вьетнамской войны, если вы заметили. Просто форма не зеленая. Эти береты, вы понимаете, да? Такой яркий пример такой республики формой, это городом, всем показано, даже это могилы павших солдат. Если вы видели некоторые американские фильмы, то помните, вот, например, «Спасти рядового Райана», там есть финальный момент, как там очень много павших людей, могилы павших людей, вот военных конкретно, вот что со времен Второй мировой, времен Вьетнама и так далее.
А атмосфера империи такой яркий, знаете, 19 век, 18-19 века, костюмы такие. Этот, господи, как это называется, Ноян Сан-Суси, дворец императора. Это прямо как этот, короче, дворец Ноян Сан-Суси, вот дворец императора, прямо который у империи. Это прямо яркая отсылка к Версалю, к дворцу который Людовик XIV создал. И у империи все по примеру кайзеровской Германии, если вы заметили. Вот такая кайзеровская Германия, такая, знаете, дворяне, герцоги, люди, эти высокопоставленные чины, которые должны сражаться во имя своей страны и так далее и тому подобное. Между прочим, Райнхард фон Лонгров, я только сейчас понял, вот был во время кайзеровской Германии, во время Первой мировой войны, у них был очень жесткий летчик. Его звали Красным Бароном. Он сбил больше самолета, чем кто-либо. Короче, это был величайший ас у немцев. Это был просто, знаете, как суперзвезда. И почему-то, вот, и он был очень молодым, и он очень быстро продвинулся по карьерной лестнице. И, знаете, мне прям показалось прямо такое сходство. Такой молодой блондин, между прочим, такой весь опрятный, который быстро продвигается по службе. Ну ладно, здесь кумовство имеет очень жесткую, прямо первоначальную даже, я бы сказал, ситуацию. И, короче, вот такая у меня ассоциация случилась вот с исторической личностью. Ну что еще могу сказать? Да еще много чего будет сказано, впереди еще много-много-много серий. Я очень рад, на самом деле, что начал смотреть это произведение. Оно мне очень импонирует, так как оно затрагивает проблемы, которые будут у человечества всегда. Что в мирное, что в военное время. И знаете, это аниме ярко показывает один момент. Неважно какой... Вот я сейчас, может быть, скажу... Человек, который верит в демократию, может, скажу кое-что противоречащее, но неважно какой режим, важно, какие люди его заполняют. Потому что везде свои плюсы, везде свои минусы. Что в одном стиле правления, что в другом стиле правления. Короче, друзья, это были 2 серии «Легенда о героях галактики». Благодарю, что смотрели это вместе со мной. Увидимся уже на 3-й и 4-й серии. Удачи!